Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Второй день недели моды в Париже стартовал с показа довольно необычной коллекции Louis Vuitton весна-лето 2026. В фэшн-среде творчество креативного директора бренда Николя Жескиера считается весьма специфическим. Тут либо нравится, и ты это любишь, либо нет. Вещи порой бывают очень сложными, но внимание однозначно привлекают. Нынешняя коллекция исключением не стала. Дизайнер вновь смешал исторические эпохи, палитры оттенков и фактуры. А началом всего послужила уникальная, впрочем, как всегда у Жескиер, локация для модного шоу. В этот раз действо устроили в музее Лувра. Зрители пригласили в летние апартаменты Анны Австрийской, эрцгерцогини и супруги французского короля Людовика XIII. Так что одна из лучших исторических площадок Парижа теперь стала свидетелем смены времен. Высокие расписные золоченые потолки, мраморные полы, арочные окна, пропускающие мягкий солнечный свет, создавали ту самую особенную атмосферу комфортной роскоши, которую поддержала расставленная дополнительно для этого случая мебель. Атмосфера показа буквально наполнилась смесью королевского величия и домашнего уюта. Только представьте, друзья, вокруг вас ковры, кресла, керамика, но все это не бесценные музейные экспонаты, а всего лишь уютная декорация модного шоу, на котором каждый из нас, по задумке дизайнера, должен чувствовать себя как дома. Ведь главная идея новой коллекции Louis Vuitton звучит как текст знакомой многим песни. «Дом – это то место, где я хочу быть, но кажется, я уже там». Вот так известный футурист и любитель архитектурных силуэтов неожиданно обращается к теме дома. «Одевайтесь для себя», – говорит нам дизайнер. И правда, почему бы нет? Кто, как не мы, уже наодевались для всех. Для работы, для статуса, для чужих ожиданий. Николя Жескиер рекомендует побыть нам самими собой. А где, как не дома, мы без оглядки на кого-то можем оставаться такими, как есть. Можем быть и немного странными, порой эксцентричными, свободными в выборе. В общем, настоящими. Носить, когда хочется, халат, либо свободные шорты, а на голову водрузить ловко закрученный огромный тюрбан. Дизайнер лишь предлагает включить фантазию и максимально расширить наш гардероб. Вместе с командой модного дома он наполняет его нарядами, в которых объединяет далекое прошлое и близкое будущее. Результат общих усилий мы видим сегодня на подиуме. Главная героиня бренда теперь носит, к примеру, полупрозрачные комплекты из органзы с ярко выраженной каемкой, где рукава длинной накидки напоминают то ли барочные мотивы, то ли футуристичные одеяния, как из «Пятого элемента» Люка Бессона. А еще драпированные блузы и топы, похожие на корсеты викторианской эпохи, юбки, брюки, жакеты с гобеленовским принтом, щедро расшитые цветным стеклярусом безрукавки халаты и парчевые мини-платья, которые, как оказалось, лучше всего смотрятся с вездесущими кедами или туфлями на низком ходу в неразрывном дуэте с носками. Также обратить внимание стоит на утопающие в рюшах или с флористическими аппликациями рубашки в компании с бриджами, кардиганы и свитеры на случай непогоды и нежно-розовый, покрытый разноцветными кристаллами жилет. Пушистый и мягкий, словно выполнен из плюша или меха, но по факту изготовлен из ворсистого шелка. Заметным акцентом в образах стали острые удлиненные уголки воротников и манжетов, украшения из набора разного размера круглых пластин, широкие пояса-шарфы и, конечно же, сумки, из которых отметила для себя вечернюю мини-версию знаменитого луивиттоновского дорожного чемодана и вместительный серый вязаный шопер. Весенне-летнюю коллекцию Louis Vuitton модные критики назвали самой комфортной за последние несколько лет, потому что она не про выход в свет, а про возвращение к себе, про дом как место силы, про одежду, которая не требует роли, про время, когда уже можно позволить себе быть настоящей. Эта коллекция про эмоции. В нее можно влюбиться, а можно и не понять, но остаться равнодушными у вас точно не получится. Приятного просмотра, друзья! Спасибо огромное всем, кто не забыл поддержать мое видео лайком и комментарием. Не бойтесь пробовать что-то новое. Удачи вам в поиске личного стиля. Пусть мода будет комфортной и яркой, а настроение позитивным и солнечным.